Всем привет, с вами Дэн, и как вы думаете, что это у вас сейчас на экране? Это часы или что? Ну, на самом деле это первый Константин Чайкин на канале, хотя, строго говоря, не совсем Константин Чайкин, и даже скорее не Константин Чайкин. Ну, в общем, это модель, которая вышла в первом квартале, если не ошибаюсь, 2023 года. Луи Эрар и Константин Чайкин, и модель называется Time Eater. Пожиратель времени. Спасибо Кириллу, который дал мне эти часы для обзора, потому что часы супер редкие. Их выпущено было два варианта по 178 экземпляров каждый. И еще, по-моему, 28 экземпляров, где было сразу две модели в сете. 4000 франков, если одну модель вы покупали отдельно. Ну, проданы они были там что-то типа через 10-15 минут с момента открытия продаж на сайте Луи Эрар. В общем, ну, что вы хотите, Чайкин, и причем достаточно доступный. Хотя, строго говоря, это модель-регулятор от Луи Эрар. Регулятор это что такое? Это когда у нас есть такое интересное усложнение. В общем, разделяется минутная индикация и часовая индикация. В данном случае в этих часах минутная индикация – это центральная стрелка, ну обычный регулятор именно так строится. Секунды у отметки 6 часов, и здесь такой вот глазик у нас у отметки 12 часов – это часовая индикация, то есть часы, минуты и секунды. Ну, на секунды смотреть даже не стоит, потому что мы все равно не поймем, сколько сейчас секунд, да это и не важно. Здесь даже и на минуты смотреть тяжело, потому что вроде бы здесь вот какая-то такая рука или вилка, здесь тоже указатель какого-то пальца, и, возможно, это минуты, которые показывают нам сколько? 48, да? А здесь сейчас 6 часов, не даже 7 часов с чем-то. В общем, в плане читаемости здесь даже это не часы. Ну и от них этого никто не требует, потому что это что-то на стыке дизайна, искусства и хорологии. Ну, как всегда, у Константина Чайкина. Кстати, у Луи Эрар довольно много разных коллабораций именно вот с этим регулятором. И вот эта коллаборация вышла с Чайкиным, как я уже сказал. Получается, что механизм от Луи Эрар, и здесь вы можете его наблюдать, ну, по крайней мере, его заднюю часть, если так можно сказать. Да, Swissmade, 50 метров водозащитка и лимитка 1 из 178. Ну, собственно, заморачиваться не стали, просто написали 1 из 178. Хотя могли бы написать там конкретный номер. Ну, собственно, и так сойдет. Вот. Но не будем за это критиковать. Механизм отделан приятненько. Потом посмотрим на макро. Все достаточно симпатично. Есть быстрая система замены ремешочка. И очень красивая задняя часть ремешка. Внутренняя часть сиреневая. Классно. Ну, а сам ремешок, кстати говоря, исполнен из черной жабы. Приятный на ощупь. Ремешок такого прям премиум качества. Еще с... он немножко как бы согнуты шпильки, чтобы лучше обрамлять корпус. Почему черная жаба? Потому что здесь интересная задумка. Ну, как вы знаете, у Константина Чайкина в принципе все последние версии часов Ристмоны достаточно нестандартное отображение индикации часов минут и других усложнений. И здесь тоже. Здесь пожиратель времени, зубастый монстр на запястье, и у этого регулятора он как бы объединен с циферблатом, и циферблат, как всегда у Чайкина, опять же в последние годы, он такой антропоморфный, то есть здесь что-то такое на тебя смотрит. Получается, не мы как бы смотрим на время, на циферблат, на часы, а оно на нас смотрит. Причем оно смотрит на нас с одной стороны смешно, с другой стороны это все-таки такой монстрик, да, агрессивный. И Чайкин говорит, что это такое лихо одноглазое из славянского фольклора. Ну, в общем, получается, что лихо одноглазое, одноглазое это вот здесь, допустим, да, и здесь где-то вот может быть какой-то зубастый рот. В общем, разные интерпретации могут быть, и по-разному вы можете поспрашивать, например, свою жену, детей, и как, с чем ассоциируется эта конкретная модель. Понятно, что это, тут даже, наверное, не стоит об этом говорить, но, конечно же, это часы, даже, может быть, скорее не часы, не для всех. Поэтому не строчите сейчас злобные комментарии, что это такое, что за чудище, нравится, не нравится, спи, так сказать. Вот. Но понятно, что не всем нравится. И ну, так и должно быть.
Так и должно быть, потому что эти часы должны вызывать эмоции. Они могут быть прикольными, могут быть ужасными, могут быть блевотными, как угодно. Напишите в комментариях, как вам воспринимается этот дизайн. Я в конце скажу свое мнение, но как именно произведение искусства, как хорология, мы, конечно же, не можем отрицать важности этой и подобных моделей. Значит, как я вам уже сказал, здесь глазик — это часы, и вот так это все движется в течение дня. И минутная разметка, учитывайте минуты, где хотите, с этого конца или с этого конца, как вам удобнее, как вы привыкли, ну или как вы не привыкли, да кто вас спрашивает. В общем, вот так мы смотрим за временем, так оно у нас отображается, вот, собственно, так, да. Ну, так оставлю, чтобы было видно. Циферблат, конечно, интересный в плане отделки. И здесь указаны Константин Чайкин, Луи Эрар. Корпус с купольным сапфировым стеклом, достаточно высоким. А вот сам корпус полностью с зеркальной полировкой. Такой пухленький, немножко сужающийся вниз. И я бы сказал, что это корпус, корпуса даже, к которым мы привыкли в 2000-х. Да, они такие достаточно пухлые, полностью с зеркальной полировкой, с относительно длинными ушками. И вот часто такие вот как бы приплюснутая кастрюлька или сковородинка, вот как хотите называйте. Ну, в общем, у меня вот такая ассоциация. Ремешок, как мне кажется, сочетается с цифером просто шикарно, жаба, да, и это здорово выглядит, это очень здорово, необычно, дорого, и вот сразу понимаешь, что что-то, какие-то часы вообще не от мира сего. Мне кажется, действительно, вот такая модель, она может вызывать несколько эмоций. Во-первых, конечно же, есть всегда о чем поговорить. То есть владелец или человек, который носит эти часы, он либо эксцентричный, либо он в данный момент хочет показаться эксцентричным, либо он их взял по приколу, ну, либо потому, что он захотел взять что-то от Чайкина. Или связанное с Чайкиным, как хотите. И, соответственно, всем людям, которые привыкли к стандартным дизайнам часов, это все вызывает либо усмешку, либо какое-то раздражение, либо хейт. И поскольку у нас интернет, особенно да, YouTube, русскоязычная часть часового YouTube, очень, как правило, агрессивная, я думаю, что хейта к этим часам будет довольно много. 39 диаметр, 13 высота. Ну, то есть, знаете, вот я не понимаю, поэтому мне кажется, что это отстой. 20 по ремешку. Хотя, знаете, я вот, наверное, в данном случае бы и не требовал, чтобы кто-то понял, потому что здесь можно и не понять. 46,5 от ушка до ушка. Мое запястье 18,5. Ну, если вам вдруг важно, то модель на моем запястье сидит следующим образом. Слушайте, а на запястье как-то она по-другому воспринимается. И вот этот ремешок, он прям, вы знаете, ремешок делает эти часы. Наверное, это звучит глупо, потому что все внимание к циферблату, но мне кажется, ремешок, он просто как-то вот он их делает. Он показывает, что это не какая-то дешевка из перехода со смешным циферблатом, а это что-то дорогое и элитное. Вот у меня какое-то вот впечатление было, вот, когда я их посадил, эти часы, на запястье. В общем, с удовольствием, конечно, буду ждать ваших комментов. Сейчас мы с вами немножечко посмотрим макро, а потом подведем какие получатся итоги. Ну что? Интересно, кстати, он кажется плоским, но на самом деле эти манежи, где часовая и минутная разметка, они достаточно высокие, они возвышаются над циферблатом. Здесь у нас, здесь средний палец, что ли, с этой стороны, да? Или вилка, розетка, я не знаю, не важно. Механизм. Ну и бомбический ремень. Ну что, господа, жду ваших комментов. 1, 2, 3. Уже написали, да? Вы уже писали весь этот видос. Я знаю. Я знаю, вы напишите. Ну, теперь скажу свое мнение. Скажу мнение именно как вот такое, знаете, обывательское, может быть. Потому что здесь, в этих часах, есть, конечно, много фана и прикола. И я вам даже больше скажу. Когда я их видел на рендерах, на картинках, они мне, наверное, вызывали раздражение. Вживую они выглядят скорее более прикольными. То есть они не страшные какие-то, не то, что раздражает, не то, что вызывает омерзение, а вживую, ну, это скорее даже больше прикольно.
Но, наверное, не более того, если честно. То есть здесь, конечно, есть дизайн от Чайкина, и сразу безошибочно определяется дизайн от Чайкина. Хотя рестмоны это не мое, это я вам прям сразу скажу. Мне вот все остальное практически от Чайкина просто вызывает восторг, бурные эмоции позитивные, но рестмоны не мое, поэтому, наверное, эта модель тоже не моя. Плюс здесь, понятно, механизм Эрар, и это, то есть, далеко от Чайкина. Здесь от Чайкина только вот эта стилизация немножко от рестмонов. Но, тем не менее, как некое явление, конечно, оно имеет место быть в этих часах. Поэтому у меня к ним отношение, наверное, неоднозначное. И точно такие часы ваши не единственные, если только вы не взяли их, ну, скажем, в некотором плане, потому что они эпатажные. Вот вы хотели что-нибудь такое, чтобы у вас было на запястье эпатажное, пусть даже там время не поймешь, но вот вы это и взяли. Знаете, как, например, допустим, та же какая-нибудь ракета Малевич, да, вот вы взяли, что такое вот эпатажное, и вот из этого же рода. У меня вот такое мнение. Пишите ваши комментарии, будет интересно. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.